предыдущих главах мы рассматривали постоянный ток. Он характерен тем, что протекает равномерно в определенном направлении. В радиоэлектронике и промышленности, однако, используется не только постоянный, но и переменный ток. Так, например, в электрической сети ток переменный. Чтобы разобраться в его сущности, рассмотрим рисунок 5.1, на котором показана замкнутая система труб, содержащих воду. Когда поршень движется направо и налево, частицы воды движутся по трубе то в одном, то в другом направлении. Аналогичный характер имеет движение электронов в проводниках, когда потребляем ток из электрической сети. Это показано условно на рисунке 5.2. Но за 1 секунду они совершают 50 колебаний. Из этого примера следует, что при переменном токе электроны совершают движение, напоминающее качание маятника. Подобный случай показан на рисунке 5.3, на котором раскачивается конусный сосуд, из которого вытекает песок и падает на картон. Если картон неподвижен, песок будет вычерчивать прямую линию. Но если равномерно двигать картон, то песок вычертит интересную кривую линию, которая называется синусоида. Это название происходит от синусоидальной функции, с помощью которой эта кривая выражается математически. Синусоиду можно получить и с помощью амперметра, если удлинить его стрелку соответственно записывающим механизмом, который может чертить на подвижном картоне, как показано на рисунке 5.4. Для того, чтобы получить хорошую синусоиду, надо медленно изменять ток, протекающий через амперметр, например, 1-2 изменения в секунду. Если для этого опыта использовать ток от электрической сети, то желаемого результата не будет. Причина в инертности стрелки, из-за которой она не может произвести 50 колебаний за 1 секунду. Когда осветительная лампа питается от сети, электроны в ее накаленной нити движутся то в одну, то в другую сторону, совершая 50 колебаний в секунду. Но этих колебаний человеческий глаз не замечает, потому что раскаленная до 2500 градусов Цельсия нить имеет тепловую инертность и за 1/50 часть секунды не может остыть. Поэтому лампочка не мигает. Однако, если внимательно прислушаться к включенному рядом радиоаппарату, то мы услышим гудение, вызванное переменным током. Но означает ли это, что за 1/100 долю секунды электроны от электростанции доходят до нашего дома, а за следующую 1/100 долю секунды возвращаются обратно? Ранее мы выяснили, что электрическое поле распространяется в проводниках со скоростью 300 тысяч км в секунду, в то время как сами электроны двигаются в проводниках направленно со скоростью несколько миллиметров в секунду. Но за 1/100 часть секунды электроны только успеют переместиться в одном направлении, тогда как электрическое поле начнет уже действовать в противоположном направлении. Вот почему электроны отклоняются то в одну, то в другую сторону, но ни в коем случае не покидают наш дом. Следовательно, эти электроны не приходят с электростанции, а являются нашими домашними электронами. После того, как мы выяснили сущность переменного тока, можно было бы задать вопрос: не могут ли электростанции производить постоянный ток? Зачем все эти усложнения? Хотя это и выглядит невероятным, но переменный ток получить легче, чем постоянный, потому что машины, производящие переменный ток, так называемые генераторы, имеют более простое устройство, чем машины для получения постоянного тока, так называемые динамо-машины. Кроме того, переменный ток, в отличие от постоянного тока, можно легко трансформировать, а это имеет первостепенное значение как для передачи, так и для потребления электроэнергии.